Псевдорегалия — это игра про фури, козу, кошку, зайца, которая, видимо, сидит в тюрьме, потому что она обнесла местную пекарню. Посмотрите на эти булки! И хоть эти пушистые батоны чуть ли не целиком тащат весь маркетинг игры, посмотрите на твиттер разработчика, который постоянно репостит арты со своим творением в разных позах, костюмах и, возможно, без костюмов, но я вас уверяю, вы останетесь в этой игре не ради батонов, а из-за офигенного движения, музыки, левел-дизайна и общего вайба. Что-то там с приветствием, и это чок. Псевдорегалия — это интересный замес в управлении из Mario 64, ощущение сна из Ico и немного Castlevania 64. Хотя в последнюю я не играл, и по видосам оно, конечно, похоже, но в обоих можно карабкаться, так что это сертифицированные грандед-лайки. Но если кратко, Псевдорегалия сочетает в себе 3D-платформер с метроидванией, где с помощью открываемого по мере прохождения мувсета вы можете попадать в новые недоступные ранее локации. Мувсет состоит из таких знакомых вещей, как Somersault прямиком из Mario 64, слайд, прыжок из слайда, Ground Pound, переходящий в High Jump, и отскок от стены, который выполняет роль местного прыжка от стены, только он более интересный, так как тебе надо нажимать специальный удар рядом со стеной, чтобы отскочить от нее. И ты можешь делать до 3 таких скоков, пока ты снова не затронешь землю. Все это звучит сложно и непонятно, но что из этого следует, то что у вас просто невероятный набор инструментов для прохождения различных локаций и ситуаций. Йоу. Из-за того, что движения открываются постепенно, игра не перегружает игрока, и ты успеваешь ознакомиться с каждым движением по отдельности и потихоньку учишься их связывать с друг другом. И, кстати, из-за того, что у игрока есть относительная свобода, как связывать эти движения с друг другом, иногда получается попасть в некоторые места раньше, чем задумано игрой. И иногда это может быть очень круто, а иногда тебе приходится загружать чекпоинт. Но в такой ситуации я максимум оказывался 1 или 2 раза. А если вы вдруг будете плохо играть и делать цепочки из различных движений неудачно, то не переживайте, разработчик о вас позаботился, и в настройках доступности вы можете включить штаны. Теперь вы можете играть в игру 2 руками. Наслаждайтесь. Псевдорегалия очень проактивная. Почти нет моментов, что ты стоишь на месте и чего-то ждешь. Бэктрекинг не скучный из-за крутого мувсета, слайда и прыжка из него. Прожектайлы врагов можно отражать своим обычным ударом. Если у тебя мало хп, побей врага, накопи энергию и подлечись. Все в этой игре очень активное, и в ней почти не бывает странных пауз с ожиданием чего-то. Может быть, только вот эта единственная платформа, где тебя игра проверяет, что ты умеешь приседать. И тебе приседать больше в игре нигде не нужно. А если эта платформа уедет, тебе придется очень долго ждать, пока она вернется обратно. Локации в этой игре, может, слегка бедны визуально, но они хорошо отрабатывают ощущения игр Nintendo 64 и PlayStation 1, где могли натянуть одну текстуру почти на 80% окружения. А вот в этой локации вообще вершины скачут, как на Соньке. Но вот что точно не бедно, так это музыка. Саундтрек этой игры — это то, что почти целиком тянет весь вайб. Мое воображение, исходя из играющего трека, превращало слегка скудные по своему виду локации в нечто особенное. Будто все из какого-то сна, когда у тебя температура 37 градусов. Ну а что, в принципе, так и задумано. А саундтрек в Empty Valley и финальной битвы — это вообще отвал башки. Я считаю удивительным то, что я не слышу ни об одной популярной 3D-игре, которая пыталась сделать похожий замес. Игра с разнообразием движением Марио в более серьезном тоне, и давайте еще Metroidvania туда сверху накинем. Вроде бы и звучит не очень сумасшедше, и это часто заставляет меня задуматься, сколько еще таких не полностью раскрытых идей ждут своего инди-разработчика, который их реализует. После прохождения единственная мысль, которая у меня была, то, что я хочу сиквел. Ну или хотя бы дополнение, где будут новые локации для моего полного набора движений. И было бы чуть больше истории. А то кроме диалога в финале и Козлика, у которого украли мебель, не сказать, что я сильно что-то запомнил. Как же тебя, Козлик, понимаю, у нас тоже больше нет Икеи. Относительно недавно Псевдорегалия получила дополнение, которое добавляет различные костюмы для Козочки. Видимо, чтобы заманить еще больше пользователей Твиттера. А также в игру была добавлена карта, которой раньше не было.
Насчет того, добавлять ее или нет, были различные споры. По итогу, как сказал сам Ризли, разработчик игры, большинству игроков добавление карты улучшило игровой опыт. Хоть и наличие ее изначально не задумывалось. А что касаемо сиквела, Ризли пока говорит, что сиквела не будет. И в Твиттере он делится разработкой своих следующих игр. И кажется, что он уже точно знает, что стоит за хорошим маркетингом, так как у персонажей в его следующих играх батоны еще больше. А на этом все. Спасибо моим бусти-подписчикам Педро Тубаданас, Перли Грей и остальным за поддержку. Ваша помощь мотивирует меня делать подобные ролики, и вы также можете присоединиться к моему бусти в описании и поддержать меня. А если вы досмотрели до сюда, то вы можете заодно подписаться на Телеграм и Дискорд в описании. Я не знаю, что будет с Ютубом, я надеюсь, что ничего, и я буду просто продолжать также делать ролики на него, но вы можете подписаться на всякий случай, чтобы быть на связи. И всем пока-пока!